это сенсация. К нам уже приезжали с Москвы, поэтому мы вам предлагаем. Ну, вы слышали про царя Зосиму? Ну, слышал так что-то отдаленно. Ну, вот сейчас мы вас тоже приглашаем. На 7 мая в 11 часов в город Самару. А для чего вы? Нам нужен журналист в зал суда. У нас просто так, что вот кто платит нам за все, ну, все оплатит, мы поедем. Можем и телевидение сделать нормальное, там, которое покажет все как надо, а не как хотят. И статьи можем сделать, и всякие разные публикации, там, всякие известных изданий, там, «Комсомольская правда», ТАСС, там, «Интерфакс», РИА Новости, вообще все, что угодно. Нужно делать. Да, дело в том, что сколько они ездят, сколько они все неправду говорят, и в итоге все... Я знаю, что они неправда, естественно. Они показывают то, что нужно, вот, основную точку зрения освещать против вас. Это вполне логично. Да, да. И когда приезжали менты уже к нам сюда, они сказали, это заказ Гундяева Кирилла, патриарха. Но конечно, конечно. Просто вы же противники их, поэтому против вас все и показывают. Это абсолютно нормально, это логично. Мы начали об этом говорить, и его взяли и закрыли. Целый год они его не выпускают. И они грозятся, мы вам... Я понимаю, они его не будут сейчас выпускать. Я объясняю, если вы хотите свою точку зрения донести, то вам нужно просто давать деньги, и тогда мы сможем это донести. Иначе больше не так. Вот. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы ищем журналиста. Можете нам чем-то помочь, нет? Для чего вы? Нам нужен журналист в зал суда, в город Самару, на 7 мая в 11 часов. Ну, это будет дорого в Москву ехать. Ну, это сенсация. К нам уже приезжали с Москвы, поэтому мы вам предлагаем. А что у вас за сенсация? Ну, вы слышали про царя Зосиму? Слышал так что-то отдаленно. Ну, вот сейчас будет примерно такой финальный суд, и туда всегда съезжаются разные журналисты. Просто от вас приезжали с НТВ, с РЕН-ТВ, с каналов приезжали. Они едут и снимают, но они неправду снимают, они все перекручивают. А нам нужно, чтобы правда была заснята. Мы можем всю правду снять и все на свете сделать, но просто поверьте, это стоит больших денег, вот и все. Такая информация, она скоро будет везде, и, как говорится, она... Да пусть будет, нам-то что, мы живем свою жизнь, нам все хорошо. Мы помогаем в основном юрлицам, которые финансируют нас, там, гуманитарную помощь, там, огромное количество бизнесменов, которые нам помогают в Луганской области, и FPV-дроны покупают, и молдаване, и русские, и чеченцы, и дагестанцы, и кабардинцы, и балкарцы, огромное количество. Мы не за все беремся. Мы если кому-то помогаем бесплатно, как в какой-то беде, значит кто-то эту беду оплачивает. В основном это бизнес. Это все мое родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Это реально будет очень такое громкое дело, потому что они его год держат и ничего присудить не могут. Вы понимаете, что это не просто так? Моя главная задача, за что меня здесь держат, это то, что я заявлял именно о духовном, а мои слова на материальном переводе. Что против совести? Конституция говорит о том, что против совести не должны власти требовать. И у нас получается так, что в иудействующую религию ходят, а потом в московский патриархат. Смущается сердце верующих. Когда я об этом заявил, на меня говорили, что я на Украину служу, и рецидивист, и как только не обозвали. Люди сейчас не верят, а на самом деле он царь. И Господь сейчас просто смотрит, кто будет с ним, кто нет. Потом казни пошлет. Но сейчас важно, чтобы люди не погибли все. Чтобы они правду узнали. Они сколько к нам приезжали, через забор к нам лезли и пугали, ну, грубо говоря, бабушек, дедушек, детей. Лазили НТВ, РЕН-ТВ, понимаете? Они спрашивают, как вы живете, монастырь, мы все говорим. Они все перекручивают. И они его в итоге добились, то, что забрали в тюрьму, да? Вот. Я знаю, что они неправда, естественно. Они показывают то, что нужно, вот, основную точку зрения освещать против вас. Это вполне логично. Да, да. И когда приезжали менты уже к нам сюда, они сказали, это заказ Гундяева Кирилла, ну так называемого патриарха. Но конечно, конечно. Просто вы же противники их, поэтому против вас все и показывают. Это абсолютно нормально, это логично. Кирилл Гундяев, он говорит, я патриарх МП. А МП по документам ЕГРЛ, мы раскапываем всю информацию. Это бизнес чистой воды, там нету церкви. Там рестораны у них зарегистрированы, винные отделы, я не знаю, бани, чего там только нету. А люди ходят, носят деньги, у нас все бесплатно, понимаете, в церкви.
Вот. А там они носят деньги, и они говорят, мы московский патриархат, мы ходим, молимся, и люди не видят то, что по документам это уже не МП, вы понимаете? Все люди ходят, носят деньги для того, чтобы Кириллу Гундяеву бизнес развивать, понимаете? Это предательство начали открывать народ. Московский патриархат быстро побежал к властям и говорит, защищайте нас, на нас нападают. Вот на самом деле вот эти епископы, они трусы. Они не выйдут за себя, не заступятся, за народ не заступятся по канонам церкви, как раньше делали Николай Чудотворец и другие. И вот сейчас, после этого, когда они побежали к власти, вы уже слышите, что власть здесь делает. Это, по сути, они защищают вот этот вот московский патриархат, который уже и с аборигенами вместе, и с кем только не находится. А самое главное для народа, чтобы народ Руси знал, что он находится под проклятием тех, кто в московском патриархате. Почему? Да потому что он с иудействующим вместе молится. Патриарх Кирилл, как называемый, с предстоятелем РФ вместе молятся. А это иудействующие, которые открыто о себе заявляют. Так вопрос, где русская православная церковь? Иудаизм в Израиле и православие в России – это религии большинства. И поэтому многие проблемы, которые перед нами стоят, близки или почти одинаковы. Нас очень многое интересует из вашей религиозной практики. Мы начали об этом говорить, его взяли и закрыли. Целый год они его не выпускают. Нередко радикальные группы вдохновляются ложным толкованием религиозных доктрин или оправдывают свой экстремизм стремлением угодить Богу. Оправдывают свой экстремизм стремлением угодить Богу. Не вижу никакой другой аргументации, кроме религиозной аргументации, способной разоружить идеологическую основу терроризма и радикализма. И они грозятся, мы вам... Я понимаю, они его не будут сейчас выпускать. Я объясняю, если вы хотите свою точку зрения донести, 350 тысяч и все будет. Ну, реально. Вот такая вы понимаете, что мы на цели, таких денег у нас больших нету, конечно, но на самом деле... Я не знаю, тогда что делать, не знаю, что делать. У меня тоже нет сейчас. Чем могу помочь вам? Господь сказал, еще немного, я пошлю казни. Я просто жду, говорит, кто примет тебя, царя, вот такого простого, а не примет, и он будет наказывать. Но жалко очень сильно людей, не надеясь как-то на себя, надеясь на Господа. Стараешься как-то помогать людям. Но сейчас нужно помочь, потому что в прошлый раз они его просто на суд не привезли, и привезли кучу ментов, перенесли на 7 число. И как... Извините, вот есть там какие-то люди, да, там, кто все решает. Да, боятся. Пусть мне звонят, я могу им все сделать, что они хотят. Но просто нужны деньги. Все. Можем телевидение сделать нормальное, там, которое покажет все как надо, а не как хотят. И статьи можем сделать, и всякие разные публикации, там, всякие известных изданий, там, «Комсомольская правда», ТАСС, там, «Интерфакс», РИА Новости, вообще все, что угодно. Нужно делать. Сейчас слово. И вы публикуете? Агентство судебной информации, громкое дело называется. Пожалуйста, что звоните? Ага, благодарю, до свидания. Как вас зовут хоть? Сергей.